Всем привет! Вы находитесь на канале Global Medic TV, и здесь мы рассказываем про пластические операции в Турции. Данное видео будет для девочек, которые уже сделали мамопластику, для наших пациенток. Девочки, я записываю это вам как видео о том, как должна проходить ваша реабилитация. А если вы еще не сделали свою операцию, но только думаете об этом, пожалуйста, тоже его посмотрите, потому что важно понимать, какие ограничения в рамках реабилитации вас могут ожидать. Итак, первое и самое важное, я хочу разделить этапы реабилитации на две части. В начале, когда вы находитесь здесь, первые 7 дней под присмотром доктора, это одна часть, и вторая, когда вы уже улетаете домой, и вы прям ответственны сами за себя. Здесь есть другие, более расширенные ограничения, о них мы тоже поговорим. Итак, начнем. После операции есть несколько достаточно простых правил. Это питье воды. Нам важно, чтобы после операции в день вы пили минимум 2 литра воды, потому что употребление воды помогает снизить отечность, потому что после операции ваша грудь отечная. Также нам важно, чтобы вы следили за своим питанием. У нас не сильно много ограничений, но нельзя есть соленое, жареное и острое. Сразу после операции доктор надевает на вас корсет, который нужно носить минимум 1,5 месяца после операции, в некоторых случаях и дольше. Поэтому, когда вы отправляетесь в отель для своей реабилитации, в первые дни вам нельзя снимать этот корсет. Его единственное, что можно расстегивать не больше, чем на час, 1,5-2 в день, и то в горизонтальном положении. Поэтому, если он вам чуть давит, некомфортно, вы можете его расстегнуть, но не ходить, потому что на этом этапе это делать нельзя. И важно понимать, что корсет не должен быть вам удобен. То есть, конечно же, он не должен препятствовать дыханию, то есть вы прям не должны задыхаться от того, насколько он тесный, но и сильно комфортный он быть не должен. Поэтому, если он вам слегка поджимает, то корсет выбран правильно. Более сложные вещи – это, например, необходимо спать на спине. Минимум 7 дней после операции, и дальше вы будете продолжать спать на спине, потому что в ранний постоперационный период есть риск смещения имплантов, а если у вас не было имплантов, у вас просто была подтяжка груди, тогда здесь важно, чтобы отек, который мигрирует, если мы спим ночью на боку, он тоже мигрирует, потому что отек – это жидкость в тканях, да, он под действием силы тяжести тоже уходит в ту сторону, на которой мы спим. Так вот, чтобы отек на первом этапе реабилитации, первые дни, не мешал формированию красивой формы груди. Поэтому спим только на спине. Я знаю, многим это сложно, но в целом можно приноровиться, можно делать угол больше, чем, например, 30 градусов. Таким образом вы будете спать практически полусидя и повернуться не сможете. Также вы можете использовать подушку для самолета, потому что она тоже будет фиксировать вас в этом положении. Иногда девочки используют прям какие-то одеяла, стелят справа-слева, что тоже является барьером и помогает им не поворачиваться. Далее очень важно не использовать свои руки и плечи. То есть после операции на груди вы не можете поднимать руки. Точнее, вы можете, но совсем чуть-чуть. То есть вот так вот. Жесты необходимы для того, чтобы делать какие-то базовые вещи по уходу за собой. Но вот так уже нельзя. Как только у вас начинают двигаться плечи, это уже нельзя. Это также может спровоцировать осложнения в первые дни и недели после реабилитации. То есть мы не напрягаем наши плечи, наши грудные мышцы. И здесь есть небольшая сложность, потому что как же вам подниматься с кровати? Да? Мы привыкли, мы на руках поднимаемся. Но здесь вы должны использовать свой пресс. То есть, когда вы поднимаетесь с кровати, встаете, вы встаете прессом. Четко контролируйте этот момент, и таким образом у вас не будет нагрузки на плечевой сустав. Очень важно в первые 2 недели, особенно в первые дни после работы с грудью, не поднимать никакие тяжести больше, чем 2 килограмма. Я думаю, что вы понимаете, что это также может спровоцировать большие осложнения. Поэтому девочки, которые приезжают на операцию с детками, вы должны позаботиться о том, чтобы с вами был еще какой-то человек, который сможет заботиться о вашем ребенке, брать его на руки в случае необходимости, пока вы будете проходить период реабилитации. Важный момент, нельзя заниматься спортом эти дни, и у вас особо и не получится. Поэтому первые 7 дней мы живем по очень строгим правилам. Кстати, я не сказала про курение и алкоголь, но я думаю, что вы это знаете, правда ведь? Алкоголь нельзя ни в коем случае. И курить тоже нельзя. Почему нельзя курить? Потому что
Согласно исследованиям, пациенты, которые употребляют никотин в любом виде, это сигареты, айкос, электронные сигареты, жевательный табак, ну, в общем, сейчас много разных вариантов. Так вот, у этих пациентов швы заживают гораздо хуже, а точнее на 34% хуже, чем у пациентов, которые не курят. Я думаю, что вы можете посчитать, что 34% это очень большой риск, особенно если у вас была операция по подтяжке груди, Т-образный шов, а нам очень важно, чтобы эти шовчики зажили идеально. В первые 7 дней запрещается принимать душ. Да, это сложно, это не совсем удобно, но я говорю про душ верхней части тела. То есть вы можете полноценно мыть нижнюю часть тела, волосы, но не самостоятельно, потому что руки поднимать нельзя. Помните, обычно пациентки, когда приезжают с кем-то, то их сопровождающие помогают им мыть волосы, либо мы просто записываем вас в парикмахерскую возле вашего отеля 10, 20, 30 минут, и вам прекрасно помыли голову турецкие парикмахеры. Они, конечно, красить не умеют, но мыть голову могут прекрасно. После того, как у вас закончился ваш финальный контроль, сделали вам перевязку, мы отправляем вас домой и даем вам домашнее задание соблюдать все правила реабилитации. Так вот, какие же это правила из тех, которые у нас остались? Алкоголь 2-3 недели нельзя принимать. Курить. Желательно не курить месяц. Вообще, кстати, это очень классная идея. Возможно, у вас получится и бросить курить, потому что вы до операции не должны курить, и после операции. Подумайте об этом. Также нужно носить корсет на протяжении 1,5 месяца после операции. В некоторых случаях доктора говорят дольше, в некоторых случаях меньше. Поэтому, пожалуйста, следуйте рекомендациям вашего доктора по количеству дней. Но в целом корсет нельзя переносить, то есть если вы его будете носить чуть дольше, чем вам сказал доктор, от этого будет только польза. После того, как вы сняли корсет, переходите на спортивное белье, которое все же еще держит вашу грудь, сжимает ее, но уже не так сильно. Спортом после операции нельзя заниматься 1,5 месяца. Это очень важно, потому что нам нужно, чтобы у вас сформировалась красивая грудь и прошел весь этап реабилитации и сошла отечность. То есть мы рекомендуем нашим пациентам совершать длинные прогулки, вести активный образ жизни. Ведь чем более активный образ жизни вы будете вести, тем быстрее у вас сойдет отек. Но как только вы замечаете, что у вас повышается пульс, появляется одышка, тогда нужно прекращать. То есть нельзя заниматься спортом. Заниматься йогой, например, можно аккуратно, да, но бегать нельзя, идти в зал нельзя. Но через 1,5 месяца после операции обычно разрешается уже заниматься активными физическими упражнениями, и мы всегда говорим девочкам, что это нужно делать поэтапно. Ну, предположим, вы тренируетесь в спортивном зале, и вот у вас сегодня первая тренировка наверх, да, вы 1,5 месяца назад сделали пластическую операцию. Так вот, вы берете 30% от своего обычного веса и пробуете, и смотрите за реакцией тела. Если у вас нет никаких болевых ощущений, никаких проблем, сложностей, тогда на следующей тренировке вы повышаете до 60%, и таким образом через 2-3 тренировки вы дойдете до 100%. Если же вы, взяв 30% своего веса, своей нагрузки обычно, почувствовали, что вам тяжело, что-то заболело, дискомфорт, оставляете. Через 2-3 дня попробуйте снова. То есть вот такими маленькими шажочками, как у нас в Турции говорят яваш, медленно-медленно мы идем к тому, чтобы возвратиться к полноценным тренировкам. Про вес и поднятие тяжести правило у нас остается. Где-то на протяжении первого месяца после операции вам все равно нельзя поднимать тяжести. Да, уже правила не такие строгие, да, не 2 килограмма, уже 4 килограмма, но все же. Наши детки столько весят, поэтому если у вас есть детки, и вы приезжаете домой, они наверняка хотят вас обнять, прыгнуть к вам на ручки, но вам этого нельзя. Помните, пожалуйста, это очень важно. Я говорю об этом, потому что по опыту наших всех девочек я знаю, что это одна из самых больших основных проблем, да, что вы не можете полноценно дать любовь своим детям, потому что вы с ними не виделись 1 неделю, потому что были у нас на операции. Поэтому это правило крайне важное, пожалуйста, следуйте ему, а потом через месяц поднимите уже в полную меру. И последняя, но одна из важнейших частей реабилитации – это уход за швами. После того, как у вас прошел финальный контроль, доктор клеит финальные пластыри, и вам необходимо их снять где-то через 2 недели, в некоторых случаях через 3, в некоторых через неделю. Все зависит от операции и от советов доктора. Так вот, когда вы снимаете уже эти пластыри у себя дома,
у вас наступает период реабилитации и ухода за швами. Мы очень рекомендуем использовать различные крема, силиконовые, противорубцовые крема. Данный список мы даем нашим пациентам, это одни из основных марок. Вот, поэтому, пожалуйста, обязательно используйте. Также мы рекомендуем использовать силиконовые гидрогелевые пластыри на протяжении где-то 3-4 месяцев после операции, потому что они способствуют формированию красивого шва и также его увлажняют. Это крайне важно для того, чтобы шовчик финально стал мягеньким и еле заметным. В некоторых случаях бывают осложнения, бывает генетическая предрасположенность к рубцеванию ткани, к формированию келоидных рубцов. В этом случае мы всегда просим фотографии пациенток в нашу группу, где мы отслеживаем процесс реабилитации, и доктор уже дает индивидуальные рекомендации. Иногда это гормональные инъекции, иногда это массажи. Вот, но это все очень индивидуально. Со временем при нормальном течении реабилитации, заживления шва, вы можете делать лазерную коррекцию этого шва, это уже после где-то 5-6 месяцев после операции. Таким образом уходит краснота быстрее, шовчик тоже становится более аккуратным. Вот, поэтому существует такой, знаете, большой набор по уходам за швами. Некоторые вещи мы советуем, но также мы всегда говорим о том, что у вас должен быть там, где вы живете, доктор-косметолог, к которому вы наверняка ходите, который может действительно посоветовать вам что-то на месте, потому что это его уже парафия, понимать, что в каждом конкретном случае рекомендуется пациенткам. Мы остаемся с вами на связи на протяжении минимум года после операции. Мы всегда будем ждать ваши отчетные фотографии 1, 3, 6, 9, 12 месяцы для того, чтобы отслеживать ваш процесс реабилитации, давать какие-то советы. Крайне важно нам и доктору видеть ваш процесс реабилитации, поэтому фотография отчетная – это самое основное. Если вы не высылали свои отчетные фотографии, пропали, например, на год, а потом через год пришли и говорите: ой, мне что-то не нравится, то в данном случае, скажу честно, мы не факт, что сможем вам помочь, потому что мы не следили за вашим процессом реабилитации. Ну, в общем, это очень легко раз в несколько месяцев вспомнить и выслать нам фото, либо мы сами у вас их просим, потому что ваш результат – это самое главное для нас. Я думаю, что я все рассказала по этому вопросу. Если у вас остаются вопросы по процессу реабилитации, вы можете задать их вашему медицинскому координатору, тот, который вас вел в компании Global Medic. А если вы еще не делали у нас операцию, но у вас есть вопросы, пишите нам в WhatsApp, с удовольствием на них ответим и поможем вам получить консультацию и выбрать своего доктора. Обязательно подписывайтесь на наш Instagram Пластика Global Medic, там очень много примеров работ по работе с грудью, подтяжек без имплантов, подтяжка с имплантами, увеличение груди, липофилинг груди, ну, в общем, море всего, разные женщины, разные фигуры, разные груди. Я думаю, что вам будет интересно. Мы всегда здесь, я всегда на этом канале для вас с удовольствием рассказываю про интересные и полезные темы. Желаю вам легкой реабилитации и красивой груди. Увидимся!